Всем привет! Я так рада, что вам понравилась вот эта вот люлечка. И вы так были активны, там много и просмотров, и комментариев написали мне под прошлым видео, где я показала вот такую люльку, только в бежевом цвете. И вы так меня просили, чтобы я сделала мастер-класс, поэтому я все-таки решила для вас его сделать. Сразу хочу сказать, что мастер-класс по вот такому вот мишке у меня есть на канале. Я ссылочку на него оставлю. Там я вязала его из пряжи Himalaya Dolphin Baby, а этот мишка связан из Alize Velluta, поэтому он размером больше получился. А именно в этом видео я вам покажу, как связать вот такую вот люлечку. Вообще я покажу, как связать и матрасик, и одеялко, и подушечку. Но в этом видео начнем с люлечки. У меня вот такое вот дно есть размером 25 на 15 сантиметров. А сама люлечка получается где-то 25 на 17 сантиметров. И вязала я ее из пряжи Alize Velluta. Матрасик, подушечка тоже у меня связаны из Alize Velluta. Только одеялко я связала из Alize Puffy. Матрасик такой плотненький, хорошо держит форму, вот прям как настоящий матрасик, он у меня двойной. На сам матрас ушел моток пряжи Alize Velluta. На люлечку где-то 1,5 мотка. Подушечка там тоже, пол моточка, не пол моточка, где-то так. И на одеялко совсем немного нужно будет пряжи. И еще что хотела сказать, не сказала, потому что многие в комментариях спрашивали по поводу вот этого мишки, который сейчас вы видите на экране. Мастер-класс на него у меня тоже есть, и ссылочку я оставлю в описании. Вязать такую люлечку я буду из пряжи Alize Velluta. Цвет можете брать любой, это у меня бежевый. Сейчас я хочу связать розовую, это цвет 31 номер. Размером она получается где-то 25 сантиметров на 15 сантиметров. И для игрушки, вот этот вот у меня мишка 21 сантиметр. Вот он прям в нее хорошо ложится. Можно еще, может, 23 сантиметра, но я думаю, что уже для игрушки 25 сантиметров будет маловато. Здесь у меня в люльке использовано деревянное дно. Сейчас я покажу, как связать именно с деревянным дном. Но я еще вязала, вот еще не закончила люлечку. Она у меня большая, для больших игрушек. Больших это 27-30 сантиметров. Вот такая вот получится. Здесь дно у меня полностью вязаное, тоже я его распускала несколько раз и вязала по новой, потому что мне не получалось сделать этот идеальный овал, он у меня все время куда-то съезжал в сторону. Сейчас получилось, поэтому потом в следующем мастер-классе я покажу уже, как вязать вот именно с таким дном. Но если честно, мне больше нравится вязать именно с деревянным дном, потому что люлечка очень хорошо держит форму. Видите? Здесь же у меня еще внутри матрасик, поэтому это очень красиво получается. Матрасик тоже такой плотненький, довольно очень классный. Из Alize Velluta я его тоже связала, тоже вам покажу. Кстати, я когда буду показывать матрасик, как вязать, это, считайте, и есть дно вот этой вот люлечки. Поэтому те, кто хотят, у кого нет деревянного дна, пожалуйста, используйте вот эту вот схемочку, такое вот мое объяснение, как вязать матрасик, это у вас и будет дно для люльки, потому что оно вяжется точно так же, просто по размеру меньше, чем вот здесь вот я связала для большой. Вот, так что все отлично, у всех все получится, давайте начинать. И еще не сказала, что вязать мы будем крючком номер 5, еще нам понадобится крючок номер 6. Да, 6 крючок мы будем вязать матрасик в люльку. Так, смотрите, у меня вот такое вот деревянное дно, здесь 48 отверстий. И я буду их провязывать, просто протягивая ниточку и провязывая столбик без накида. Буду все провязывать, один столбик без накида, одна прибавка, один столбик без накида, одна прибавка. И так вот до конца. То есть делаем прибавочку через одну петельку. И в итоге у меня получится 72 петельки. Вот это вот дно, которое я вам показала с матрасика, если вы будете вязать, оно отлично подходит. Вот там будет
сколько, короче, получается, вот оно для вот этой игрушки 20-21 сантиметр хорошо подойдет. Поэтому вы просто будете оттуда уже вывязывать стеночки. Так, а здесь я просто связала люлечку один раз, пока еще не совсем точно поняла, как мне лучше вязать, поэтому буду вязать один в один, как здесь. Я вот здесь себе наметила отверстие, в которое я буду заходить. Вы тоже, если у вас такое же дно. В общем, тут вот эти стеночки легко-то вязать, а вот дальше уже где ручку сделать, потому что я ее вывязываю, где ручку сделать, чтобы это было симметрично посерединке, так сказать, вот. И капюшон, вот это вот уже нужно будет вам подумать, если вы с другой части начнете провязывать, либо если вообще будете вязать другое у вас дно, не с таким количеством петель, прям не в таком вот размере. Можно просто вам вязать, кто не совсем прям хорошо понимает, как вязать, то тогда свяжете без ручек, а ручки уже свяжете отдельно и пришьете. То есть можно и так сделать будет. В общем, я вяжу, показываю вам, как я вязала именно вот эту вот люлечку. Я беру 5-й крючок, захожу сюда вот, хватаю ниточку и вытягиваю ее. Вытянула. Вот здесь вот ниточка осталась. Я беру вот этот вот свободный край, именно тот, который длинный. На крючок цепляю и провязываю. Эту ниточку подтягиваю хорошо, потом я ее закреплю. Я в той люльке не закрепила, но я ее в итоге еще закреплю буду. Иду в другое отверстие. Уже хватаю полностью ниточку, протягиваю и провязываю просто как столбик без накида. Вот. Это если считать, что у нас один столбик без накида, то в эту, значит, мы должны сделать прибавку. Прибавка — это 2 столбика без накида в одну петельку. Вот один столбик без накида провязала, и в эту же, получается, я провязываю и 2-й столбик без накида. Вот это у меня и есть прибавка. Вот мы провязали один столбик без накида, прибавка. В следующую петельку вяжу столбик без накида. Тоже захожу, ниточку вытягиваю и провязываю. И в следующую петелечку делаю прибавку. И вот таким образом я должна провязать полностью все дно. Все вот эти отверстия, все я должна провязать. Столбик без накида, прибавка. Вот я обвязала донышко. А дальше мы будем вязать. Я здесь, кстати, соединительный столбик не делаю. Я просто сразу начинаю вязать уже так, как буду вязать и дальше. В общем, дальше мы будем вязать столбиками с накидом. Что это значит? Я делаю накид, захожу в петельку под 2 стеночки и заднюю и переднюю, как обычно мы вяжем, хватаю ниточку. Вот у меня 3 петельки на крючке. Я сначала провязываю вот эту вот петелечку с накидом. Вот так вот у меня 2 остается. И теперь провязываю именно вот это вот. Так, сейчас я перевяжу, потому что тут у меня ниточка сильно вылезла, некрасиво получилось. Еще раз накид. Сюда зашла. Сначала провязала вот эту петельку с накидом. И теперь вот эту петелечку. И дальше вяжем то же самое. Накид, зашли, провязываем сначала петельку с накидом и затем уже просто петельку. Опять накид. Можно вот это, кстати, донышко вот так вот сделать на эту сторону уже, чтобы легче было вязать. Сложно вязать именно в начале, потому что мешает вот это вот дерево. Дальше уже будет легче. И все, и вот этими вот столбиками с накидом мы будем вязать просто по кругу, без всяких петель подъема, без соединительных столбиков. Просто по спирали мы будем вязать столбиками с накидом.
И провяжем так 6 рядов. То есть вот это вот мы считаем, что мы вяжем первый ряд. То, что обвязывали, это мы не считаем. Вот это я сейчас начала вязать первый ряд. И всего нужно с 1 по 6 ряд включительно провязать. У нас здесь 72 петельки. Значит, мы будем с 1 по 6 ряд включительно вязать по 72 соединительных, по 72 столбиков с накидом. Все, можно просто включить себе фильм какой-то или книжечку, аудио и кайфовать, наслаждаться процессом. Смотрите, вот это я провязала один ряд. И здесь я поставила маркер себе, чтобы я понимала, где у меня вообще начало ряда. И уже пошла вязать второй ряд. Вот так вот выглядит сейчас провязанные 6 рядов. Видите, какая же люлечка получилась? Здесь у меня идет начало ряда, хорошо видно его. Дальше будем вязать 7 ряд и будем делать уже ручки. Провязываем дальше не столбиками с накидом, а полустолбиками с накидом. Сейчас покажу, как это делать. Смотрите, мы делаем накид точно так же. Заходим в петельку, вытягиваем нитку и вот эти вот 3 петельки провязываем за один раз. Вот, я маркер перенесу на начало ряда. Вот у меня первая петелька. Сейчас вяжем до нашей первой ручки, вот так вот, 22 полустолбика с накидом. Но это если вы начали там, где я начала. Если в другом месте, то примерно посмотрите, чтобы вам дойти вот сюда. У меня между ручками будет 5 петелек. Вот видите, если посмотреть, вот ручка, и между ними 1, 2, 3, 4, 5 пропущенных петелек. Вот вам нужно, если что, дойти до серединки вот этой вот части примерно. И сделать тоже 5 петелек пропустить. Вот здесь вот одинаковое количество петель считать, и вот здесь одинаковое количество петель. Чтобы у вас было, если просто вы вяжете не так, как я. И все. Так. А я вяжу полустолбиками с накидом 22 петельки. Вот 22 полустолбика с накидом я провязала. Сейчас будем вывязывать уже ручку. Для этого я вяжу в следующую петельку 1 столбик без накида. То есть обычный вот захожу, без накида столбик провязала. И отсюда я делаю 21 воздушную петлю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Вот такая вот цепочка из воздушных петель у меня получилась. Теперь я пропускаю 5 петелек, вот следующие, видите, 1, 2, 3, 4, 5, и в шестую захожу. Еще раз смотрим, пропускаю 1, то есть вот в следующую я ввязала, вот я ее пропускаю, 1, 2, 3, 4, 5, в шестую захожу и провязываю 1 столбик без накида, точно так же.
чтобы у нас просто было симметрично. Здесь столбик без накида и здесь столбик без накида, ручечка. Дальше вяжу вот эту вот часть. 29 полустолбиков с накидом до следующей ручки. Просто провязываю опять полустолбиками с накидом. То есть сделала накид, 3 петельки на крючке провязала за один раз. И так вот вяжу до следующей ручки. Вот я провязала эти 29 полустолбиков с накидом. Дальше тоже делаем, мы сейчас ручку будем делать, поэтому тоже делаем столбик без накида. И отсюда 21 воздушную петлю. Пропускаем 5 петелек, 1, 2, 3, 4, 5, и в шестую вяжем столбик без накида. Вот, провязали ручку. И теперь нам до конца осталось провязать 7 полустолбиков с накидом. Вот сюда вот сразу начинаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, как раз до конца ряда. Делаем накид, заходим и 3 петельки провязываем за один раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот этот ряд мы закончили. Сейчас будем обвязывать снова и ручечки тоже. Нам нужно просто обвязать полустолбиками с накидом целый ряд. То есть вот здесь вот вяжем полустолбиками с накидом до ручки, а потом я покажу, как обвязать ручку. Полустолбиками с накидом это вот как только что мы вязали. Сделали накид, зашли и 3 петельки провязали за один раз. Вот вяжем сейчас самостоятельно до ручки. Вот дошла я до ручки, провязала вот этот последний полустолбик с накидом. Теперь по ручке я буду вязать 21 полустолбик с накидом. Только буду заходить не в петельки на ручке, а просто под ручку. То есть я сделала накид, зашла вот сюда вот прям под ручку. Ниточку схватила, провязала. Вот это вот один. Опять накид, под ручку сходила, провязала 2. И вот таким образом надо провязать тоже 21 полустолбик с накидом, обвязывая ручку. Вот 21. Видите? Вот так вот ручка обвязалась. Теперь, не пропуская петельки, я сразу иду вот со следующего столбика. Вяжу это все полустолбиками с накидом. Вот смотрите, как красиво. Вот так вот. Так, крючок туда. Вот так вот и ручечка крепенькая у нас. Все, теперь точно так же провязываем полустолбиками с накидом до конца. Вторую ручку обвязываем точно так же, как и эту. Обвязала я и вторую ручку уже. Вот так вот, видите, уже красиво как выглядит. Такая, как корзинка. Сейчас будем вывязывать вот эту вот штуку на капюшоне. Точнее, капюшон сам. Так, такими же полустолбиками с накидом я дохожу до вот этой ручки. Вот здесь у меня ряд закончился. Сейчас довязываем самостоятельно полустолбиками с накидом до ручки. Вот, я довязала до этой ручки. Отсюда сюда довязала. Одну петельку здесь я не провязывала. Вот я так довязала. Теперь я разворачиваюсь. Петельки подъема я тоже не буду делать. Просто развернусь и вяжу
Не в эту же петлю, вот если бы мы сделали как поворотными рядами вязать, петельку подъема и потом сюда же, чтобы у нас ровный край был. Нет, мне это не нужно, и наоборот его буду скруглять. И я вяжу не в эту петельку, а вот с этой начну. Я делаю накид сразу. И вот эту пропускаю, в эту начинаю вязать. Тоже полустолбиками с накидом в другую сторону. До ручки мне тоже нужно провязать. Видите, у меня такой скругленный получился край. Вот так вот. Скругленный край. В общем, мне нужно провязать то же самое полустолбиками с накидом вот до этой ручки. И тоже тут одну петельку до этой ручки, и тоже тут одну петельку не довязать. Все, вяжем. Вот, смотрите, довязала я тоже до конца, ну не до конца, до этой ручки, тоже одну петельку не провязала, разворачиваюсь, петелечки подъема тоже здесь я не делаю. И здесь я уже буду вязать не полустолбиками с накидом, а столбиками без накида в следующий ряд. Вот этот я пропускаю снова петельку, как и на той стороне эту петельку, пропускаю. Первую вяжу, во вторую столбик без накида. Связала. Теперь буду вязать 3 столбика без накида, убавка. Не знаю, сколько раз у меня получится так сделать. Вот до конца ряда. Вот смотрите, вяжу 1, 2, 3 и делаю убавку. Убавку делаю сюда зашла и за один раз провязала. Снова 1, 2, 3, убавка. 1. Я вам не говорю, сколько здесь петель у меня в ряду, потому что я их не считаю. Вот как на глаз вяжу примерно. Снова вот 1, 2, 3, убавка. 1, 2, 3. Вот так вот у меня будет. Закончила 1, 2, 3. Смотрите, вот так вот получается. Это я его уже, капюшончик этот, скругляю. И все, и осталось нам провязать один ряд. Разворачиваемся, все то же самое. Петелечки подъема не делаем. А отсюда вяжем просто столбиками без накида. Вяжем, тоже я здесь пропустила, зашла сразу сюда, и столбиками без накида я провязываю следующий ряд полностью до конца тоже капюшона. Так, вот я довязала сюда, сделала здесь соединительный столбик. Теперь нитку обрезаю, капюшон уже готов, и полностью вся люлечка готова. Итого вот на люлечку у меня ушло где-то 1,5 мотка. Здесь ниточку я попротягиваю еще по петелькам и прихвачу просто этим иголочкой с ниткой обычной, ну как прошью. Так. В общем, попротягиваю и еще дошью. И вот такая вот красивая люлечка у нас получилась. Просто красота. А в следующем видео я вам покажу, как связать матрасик, подушечку и одеялко, чтобы был уже полностью комплект.